Привет! Как вы думаете, почему у меня за спиной висит крест? Правильно, потому что я нахожусь в резиденции при монастыре. Здесь же. What? Bro, what are you talking about, man? И они приютили меня и еще 40 плюс студенток со всей Испании. Я здесь единственная русская, но до меня здесь жила года 2 назад тоже русская девочка, звали ее, как ни парадоксально, тоже Света. Она прожила здесь 4 года и по сей день заходит, иногда навещает сестер. Вот здесь моя резиденция. Здесь это все здание принадлежит монастырю. Они владеют целым зданием. Так вот, какова же история этого дивного места, в котором я жила целый год? История такова, что в 19 веке жил один монах. Монах решил давать образование женщинам. Он собрал в этом здании монашек, сестер Братства Божьего, и начал их образовывать. То есть он давал им образование, учил, поэтому здесь есть salas de estudio. Конечно же, сейчас здесь все уже не так, как было раньше. Здесь современный ремонт, все сделали в лучшем виде, так сказать. На стенах висят мотивационные цитаты на каталанском и на испанском. Стоят книги, висит крест, и из окна открывается все тот же прекрасный вид, что и в XIX веке лицезрели монашки, живущие в данном здании. Вид сейчас я вам покажу. Смотрите, как открывается окно. Окно открывается абсолютно обычно, но вид там очень даже необычный. Само собой, монашки уже все образованы. С тех пор, с 19 века, у этого комьюнити образовалось что-то вроде филиалов по всему миру. То есть у них есть здания, которые они держат и сдают по комнатам по всему миру. Собственно говоря, поэтому они перемещаются, ездят на каникулы, ездят, путешествуют. Как на дачу мы в России. На дачу. Так вот, если вы девочка, которая получает здесь высшее образование, добра к окружающим ищете истину, то вам welcome. Вас здесь приютят, вам дадут комнату. И в противном случае вам не дадут комнату, вам откажут в заселении. Вот, мы проговорили с вами историю этого места. Локация находится в удобном опасном квартале Раваль. Он считается опасным, но я не знаю почему. Меня лично за этот год обходили все беды. Итак, я нашла видеозапись на одном из YouTube-каналов, видеозапись, которая объясняет, почему этот район считается опасным, на видеозаписи мужчина с мачете, который гуляет и угрожает окружающим. Видео не мое, в жизни я такое не видела. Что я только что обнаружила? У этой резиденции есть свой веб-сайт, который я вам сейчас покажу. И этот веб-сайт не говорит о главном, он не говорит об истории этого здания, об истории, которую они рассказывают девочкам при просвещении. Просвещение — это когда в сентябре мы все собираемся, нас ведут на цокольный этаж, сажают в круг, мы представляемся, играем, говорим пару фактов о себе, кто где учится и так далее. И нам во время этого просвещения рассказывают историю, которой, к сожалению, нет на сайте. Вот так вот выглядит холл, который я вам попробую заснять. Почему попробую? Потому что мне неудобно снимать, когда там ходят бабушки. Сколько все это стоит удовольствие и стоит ли оно того? Узнаем прямо сейчас. Habitación compartida — это комната для двоих, как романтично звучит, не правда ли? Комната для двоих стоит 653 евро 54 цента. При въезде вы платите депозит 300, по-моему, евро, я уже не вспомню. Habitación individual. Комната для одного стоит вместе с налогами 738 евро 77 центов. Это достаточно дорогое удовольствие для таких условий. И я не думаю, что это того стоит, если честно. Но, конечно, к вам относятся как к родному человеку. Все вы здесь сестры, вам устраивают различные активити для объединения
вас кормят, поят, и вы чувствуете себя под защитой, потому что здесь действительно безопасно, учитывая, что у этого здания есть деревянные двери, которые не закрывают после 10 часов, и эти двери не пробьешь, мне кажется, ничем, кроме какого-нибудь снаряда. Пройдешь. Гэндальф! Вот, и решетки, конечно, тут есть решетки, максимально безопасно, как мне кажется, поэтому это общежитие — это хороший вариант для девочек, которые приехали сюда учиться, и им нет 18 лет, это очень важно, потому что здесь живут девочки из различных частей Испании, которым нету 18 лет, и они как бы здесь под защитой. Родители их устраивают под крылышко сестер, и они тут тусуются, могут выходить гулять после 12. Предварительно отмечаются на листочке, мы пишем, когда выходим, во сколько мы вернемся. В диапазоне можно вернуться до 3 или до 5 утра. Если ты хочешь где-то остаться, то должен просто заранее сказать об этом, позвонить и сказать: так-то, так-то, я остаюсь там-то, там-то. Телефон у человека, которого я буду, вот он. Сейчас вы увидите, как устроены некоторые комнаты. По всем комнатам я, само собой, пройтись не смогла. Кстати, комнаты вы можете посмотреть на сайтах, которые я вам сейчас покажу, как я их листаю. Итак, вот один из сайтов, на которых размещена резиденция. Здесь есть фотографии, дальше я покажу вам видео. Почему я не могу показать все комнаты? Потому что, когда я хожу по этим пространствам, мне немного неловко. Вот сейчас здесь никто не живет. В некоторых комнатах остались вещи девочек, которые жили. Но для меня все эти комнаты — это просто такая же история, как для вас. Потому что я их раньше не видела, и я жила в комнате, которую вы тоже увидите. Там вообще нету никакого вида, кроме как на стену. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Почему я жила в этой общаге? Давайте тоже подумаем. Потому что здесь безопасно, потому что мои родители говорили мне, что нужно оставаться в безопасном месте, не встречаться с какими-то проблемами. Я поняла, что если ты избегаешь как бы проблем каких-то, то ты рано или поздно начнешь себя разрушать. Потому что мне здесь было морально плохо, и плохо было, потому что я не привыкла жить в таких условиях. Абсолютно реальная другая жизнь. Был интересный опыт, и оставалась я здесь, наверное, потому что это клево звучит, жить с монашками в общежитии. И вообще я всегда хотела попробовать пожить в общежитии, потому что у меня такая была странная мечта. Я предполагал увидеть что-то более значительное. Я предполагал, что это будет что-то совершенно, так сказать, восхитительное. Этого ощущения у меня не было. Ну что, давайте перестанем болтать, просто посмотрим, как здесь все устроено. Итак, мы находимся в холле. Это душевые кабины. Здесь также у нас находится один душ. Посмотрим, наверное, на вид из окна. Давайте заглянем туда. Вид во внутренний дворик. Зайдем в комнату, посмотрим на обстановку. Вы видите одна раковина, одна кровать, пару тумбочек, зеркало и шкаф. Вид из окна в этой комнате просто испанский. По-другому не знаю, как его назвать, охарактеризовать, потому что внутренний дворик просто очень красивый.
Так, мы идем по другому коридору. Справа еще одна ванная комната. И слева мы видим 2 холодильника и гладильную доску. Вид из окна в этой комнате меня очень потряс. Давайте посмотрим, что же это за вид такой. Это комната на двоих. У каждой девочки есть свой стол. Вид из окна на музей Магба. Это музей современного искусства. Закроем окно и пойдем дальше. Дальше мы попадем в своеобразный лабиринт. Когда я шла по этому лабиринту, я чувствовала себя мышкой, которая должна выбраться оттуда. Заходим в комнату. Это комната на одного человека. Там нет красивого вида, поэтому мы ушли дальше в комнату с красивым видом. Комната номер 26. Там живут девочки, и я забыла заснять вам видео их вида из окна. Комната, как вы видите, с одной раковиной, 2 кровати, и это достаточно просторная комната. Есть комната и поменьше. Например, вот эта. Но эта комната на одного человека. Если открыть окна с 2 сторон, будет очень красивый панорамный вид. Это моя комната, в которой я должна была жить в этом году. Комната на одного. Вот такой у меня был вид из окна. Вот. Давайте покажу вам, наверное, расписание, какое здесь есть, какие правила вообще у тех, кто живет в общежитии при монастыре. Часов. Нельзя пользоваться телефоном после 23, но это никто не соблюдает, все просто все время с мобильниками, кроме столовой. Когда мы идем кушать, мы телефоны оставляем. Это правило, которое нельзя нарушать, это не приветствуется. Пароль резиденции. Если вы будете проходить рядом, знаете, у вас есть пароль от резиденции Элизабет. Телефон. После 23 часов, это на каталанском, нельзя пользоваться лифтом, и потому что он создает шум, как я понимаю, и нельзя говорить по телефону. И особенно на лестницах. Мы направляемся в направлении кухни. Здесь готовит повар, здесь находится комедор. Комедор, столовая. Вы его увидите на фотографиях. Свет я не стала зажигать. А здесь комната с телевизором, который никто не смотрит. Это комната для того, чтобы молиться. Здесь также стоит фортепиано, которого нет. И Библия на каталанском. Hello, God. Это лестница, которая ведет на террасу. Мы поднимаемся направо и смотрим, что там. Здесь какой-то очередной зал, в котором я с утра знаю, что поют Аве Марию. Здесь, наверное, комната для исповеди, это комната для того, чтобы играть на фортепиано, и это терраса. Терраса с очень красивым видом. This magic moment, so different and so new, was like any other. And then it happened. It took me by surprise.